Она сражается с целой стаей и не сразу понимает, что это ловушка. Один волк уже похитил ее детеныша. Сначала это чувствуется запахом. Тонкий след крови в холодном воздухе сообщает: где-то добычу несут домой. Для детенышей это обещание жизни, но для других – сигнал, за которым стоит идти. У логова радость приходит раньше опасности. Мать вернулась, а значит, есть еда. Но в Арктике ничто не остается незамеченным. Запах крови притягивает, делает добычу предметом борьбы. Медведица не может расслабиться даже во время кормления. Кормить детенышей – это не только забота, это заявление. Это наше. Я здесь. Волки уже рядом. Сначала один делает осторожный шаг, проверяет границу. Детеныши чувствуют опасность без объяснений. У волков есть план – отвлечь и забрать главное. Пока медведица бросается на одного из них, остальные действуют как стая. Холодно и точно. Они готовы пожертвовать одним, если остальные выиграют. Когда она возвращается к добыче, уже поздно. Все было частью плана. Логово не только укрытие, это и ловушка. Один из волков хватает детеныша. С этого момента все решает скорость. Крик детеныша меняет все. Добыча больше не имеет значения. Медведица бросается в погоню. С каждым шагом она сокращает расстояние. Волк замедляется. Ноша тяжела. Она догоняет. Ее цель не месть, только вернуть детеныша. Схватив его, она уходит, защищая, не оглядываясь, но опасность все еще рядом. Пока она спасала одного, стая воспользовалась моментом. В дикой природе часто побеждает тот, кто заставляет защищать одно, чтобы забрать другое. Это уже не просто борьба за еду, это потеря иллюзии, что дом всегда защищает. Когда медведица понимает цену своей ошибки, внутри нее что-то меняется. Она уже потеряла одного детеныша и теперь не позволит потерять второго. Волки наступают, потому что должны. Она стоит, потому что должна. Здесь нет злодеев, только тяжесть выживания. Стая давит, проверяет, но не переходит грань. Даже голод имеет предел. Ошибка против такой матери может стоить жизни. Теперь перед ними не усталость и не страх, а сила, мать, которой есть что защищать. Дикая природа требует всего и ничего не обещает, только то, что можно удержать. Глубоко в снежной норе медведица провела месяцы в одиночестве. Там родились ее детеныши. Нора защищала их от холода, пока мать голодала. Теперь они выходят в яркий свет и учатся жить на льду. Забота матери длится годы. Игра помогает им учиться охоте. Она всегда настороже, защищает от врагов и холода. Ее силы на исходе, но она ставит детенышей выше себя. С приходом лета лед начинает таять. Это время опасности. Белые медведи зависят от льда. Без него трудно добывать пищу. Им приходится уходить далеко или искать падаль. Зимой они часами ждут у лунок, неподвижные и терпеливые. Летом выживают как могут. Яйца, растения, остатки добычи. Если голод затягивается, они экономят энергию, словно впадают в ходячую спячку.